Привет! Меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Но в этом видео мы с вами будем говорить не про русский язык, мы с вами будем путешествовать по России. А точнее, вы отправитесь в путешествие вместе со мной в один из регионов, такой большой регион Российской Федерации. Это регион Южный, это регион Кавказский, и этот регион называется Дагестан. Возможно, вы уже слышали о Дагестане. Дагестан с тюркского языка переводится как «страна гор». И правда, в Дагестане очень много гор, но географы говорят, что это только 30% территории этого региона. Все остальная территория — это равнины, то есть ровная часть земли. Но сами жители Дагестана называют себя горными жителями или горцами. Именно за тем, чтобы увидеть горы, погулять по горам, посмотреть на горы, мы и отправились с семьей в Дагестан. И в этом видео вы увидите фрагменты нашего путешествия, и плюс я вам расскажу интересные факты, интересные детали этого региона. В общем, смотрим видео о Дагестане. В Дагестане живет очень много разных кавказских народов. И я спрашивала гидов, какие же это народы. И каждый гид на каждой экскурсии называл разные народы. Говорят, что в Дагестане 14 государственных языков, то есть 14 языков, которые имеют государственный статус, в том числе и русский язык. И интересно, что во всех наших путешествиях, куда бы мы ни отправлялись, все говорили на русском языке. Возможно, говорили с ошибками, не так хорошо, как говорят на русском в Центральной России. Но также они говорили на каких-то своих языках, и наш гид из другой части Дагестана, он мог не понимать тот язык, на котором говорили, например, в горах. Вот такой вот уникальный регион. В состав России Дагестан вошел более 200 лет назад, а именно в 1802 году. Но после революции небольшой промежуток времени в Дагестане было отдельное государство, Северо-Кавказский Эмират, но просуществовал он совсем короткое время. А вот 1802 год и тот период, когда была Российская империя, очень хорошо помнят в Дагестане. Точнее, много об этом говорят, много изучают, потому что тогда было очень много войн, кавказских войн между Россией и горцами. И был такой имам Шамиль, насколько я помню, это был последний имам, последний сильный горец, который воевал с Россией, и именно при нем закончились войны с Россией, и Дагестан вошел в состав Российской империи. Еще интересно про языки. Один из государственных языков Дагестана — это табасаранский язык. На табасаранском языке разговаривает около 125 тысяч человек. Но что интересно про этот язык считается одним из сложных языков, потому что в этом языке 46 падежей. И после этой информации не жалуйтесь, что русский язык такой трудный, потому что у него такая трудная грамматика. Вот вам табасаранский язык, один из государственных языков Дагестана. Столица Дагестана — Махачкала. Можно сказать, что это молодая столица, потому что до 1921 года Махачкала называлась Петровск-Порт. И вообще столицей стала только в начале 20 века. А название Махачкала от имени Махач. Махач считается основателем города Махачкала. А еще в Дагестане находится один из самых старых
городов России. Я бы сказала, такой старинный, древний город России. Это город Дербент. И это же самый южный город России. Когда мы путешествовали, мы останавливались в Дербенте на несколько дней, и мы были влюблены в этот город. В городе есть крепость, и в городе есть море. И сама крепость находится на горе, вид с крепости прямо на море. И крепость не как обычные вокруг города, а крепость продолжала свои стены и за город до Каспийского моря. Еще любопытные факты. В Дагестане очень много российских машин. Там не так много иномарок, и интересно, что в основном сейчас там и иномарки праворульные. Руль находится с правой стороны, но все-таки то, что меня поразило, в Дагестане правда очень много российских машин, и самая любимая машина — это Лада Приора. В Дагестане находится Сулакский каньон в горах, и Сулакский каньон считается одним из самых глубоких каньонов не только России, но и мира. Его максимальная высота достигает 1920 метров. Если говорить еще о Сулакском каньоне, то, по моему мнению, это невероятной красоты место, и я обязательно рекомендую вам поехать в Дагестан и посмотреть на Сулакский каньон своими глазами. В Дагестане огромное количество водопадов, что логично, потому что много гор. И что еще меня удивило в горах Дагестана, то, что там очень много селений, то есть таких маленьких деревень, поселков, сел, в которых и сейчас живут люди, а также есть такие села, где уже нет людей, это уже такие села-призраки, и в одном таком селе-призрак я была, это село Гамсутель. Интересно, что оно находится прямо на вершине горы, и подниматься в эту гору нужно где-то около 4 часов от ближайшего другого села. То есть представьте, что, например, в этом селе, в селе Гамсутель, последний житель жил в 21 веке. Это, кажется, был 2015 год, когда он умер. В Дагестане очень много таких сел-призраков, которые находятся прямо в горах. Сейчас же в современной России Дагестан известен благодаря своим спортсменам. Из Дагестана очень много российских борцов, а также Дагестан — это современный российский курорт. И сейчас это очень популярное российское туристическое место. И многие туристы не только из России и из других стран отправляются в Дагестан, чтобы увидеть все горные красоты своими глазами. Ну и не только горы, а также увидеть Каспийское море с территории России.
Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что вместе со мной и с моей семьей попутешествовали по Дагестану. И сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.